Продолжаю превращать чердак дома в две уютные спальни, и следующей задачей было необходимо заштукатурить все стыки гипсокартона и зашпаклевать стены для будущей поклейки обоев. Расскажу, с какими трудностями я столкнулся, как их преодолевал, как просто и быстро выполнить эту работу своими руками даже первый раз в жизни и сколько это все стоит денег. После того, как был смонтирован весь гипсокартон, взял губку из ванны и пошел тереть спинку стенам, чтобы обеспылить поверхность, так как в процессе работ наследил на некоторых листах. Дальше в ход пошла грунтовка глубокого проникновения, наливал ее в малярную ванночку и мохнатым валиком наносил на стены. Даже в такой простой работе есть нюанс. Лучше водить валиком по стене исключительно снизу вверх. Так грунтовка не течет струями по стене на пол, и работа получается эффективнее, и грунтовку зря не расходуем. Этап с механическим обеспиливанием перед грунтовкой пропускать не стоит, так как иначе пыль с валиком просто вотрется в стены и ухудшит сцепление штукатурки с поверхностью. Саму грунтовку тоже не стоит недооценивать и заменять ее, как многие делают, типа просто водичкой на стену побрызгают. Я тоже раньше не понимал, зачем нужна грунтовка, пока случайно не провел эксперимент, именно пролил грунтовку на руки. Только когда мои ладошки стали липкими, что у того Человека-паука, до меня по-настоящему дошло, зачем нужна грунтовка и насколько с ней получается лучше качество работ. За пару часов обильно прошел все стены, плюс кисточкой дополнительно проходил все углы и особо тщательно прошел обрезанные рубанком незаводские стыки листов гипсокартона. За ночь грунтовка достаточно просохла, можно переходить к штукатурке. Все названия используемых материалов будут в подробной смете в конце видео. Со штукатуркой пришлось помучиться. В ведро заранее набрал воды, чтобы развести штукатурку в пропорциях, указанных на упаковке. Также там указана рекомендация размешивать штукатурку вручную. Но по прошлому опыту настройки манал я это ручное размешивание. Размешивал перфоратором с венчиком, единственное, делал это специально на небольших оборотах. Смесь готова, можно приступать к нанесению. И для этого купил два хороших шпателя, один 150 мм и второй 250. И вот в сравнении с дешевым шпателем, обратите внимание на размер рабочей поверхности. Плюс и сам металл гораздо толще, что дает больше жесткости. И, наверное, не открою вам Америку, что работать хорошим инструментом приятнее, удобнее, быстрее и получается лучше качество. Начал я с незаводских стыков. Заполнял их шпаклевкой, так чтобы по краям от стыка был тонкий слой штукатурки. Отрезал ленту. Раньше использовали серпянку, но это прошлый век. Сейчас есть специальные перфорированные ленты. Слегка сгибал ее посередине, вставлял в шов, придавливая буквально на 1-2 мм и чистым шпателем вмазывал таким образом, чтобы из каждой дырочки выдавилась штукатурка. А затем дополнительно закрывал тонким слоем сверху. Утапливать ленту глубоко нет необходимости. Я подумывал о принципах армирования, когда нужно утапливать в толщу. Но у самого гипсокартона посередине просто гипс, а картон сверху. Поэтому вроде логично и с лентой поступать так же, в глубине шва гипс, а лента сверху. Пробовал не сгибать и совсем не утапливать ленту. В таких случаях у меня посередине стыка получался бугор. И лучше уж посильнее утопить ленту, тогда получалась впадинка посередине шва. Но впадинку легко подмазать, а вот с бугром потом приходилось страдать, так как его уже хрен уберешь. Сгибать руками каждую ленту запарно, потом просто пристукивал ее посерединке шпателем уже на стыке листов. С заводскими стыками работать было сильно приятнее. По краям листы имеют утоньшение, и так при заделке шва лента не выходит за плоскость стены, что дает более ровную поверхность, и сами работы вести гораздо проще. Методом проб и ошибок пришел к тому, что в первый день делал все незаводские стыки, а на следующий, после высыхания штукатурки, переходил к заводским. Иначе, так как они пересекаются, то, пытаясь сделать один стык, я портил другой. Дошло до меня это не сразу, и на первой стене пришлось несколько стыков переделывать, так как лента шла складками. Но довольно быстро руки поняли, что надо делать, и лента пошла как по маслу. Самая большая подлянка ждала меня примерно через первые 40 минут работы. При заделке стыка на штукатурке стали образовываться борозды за шпателем, и я подумал, что зачерпнул откуда-то мусора. Но оказалось, это признак того, что раствор уже все. Минус гипсовой штукатурки — это короткий срок жизни раствора. Замес нужно вырабатывать буквально за 20-30 минут. И самый прикол, что только зачерпнул шпатель и все вроде нормально, а потом зачерпываешь второй, а все, хрен тебе, а штукатурка в ведре встала колом. А на улице кромешная тьма, зима, снег и минус 17. Как это все отколупывать и помыть ведро, вообще непонятно. Поэтому вести отделочные работы зимой даже в теплом помещении мало приятного. И на заметку тем, кто думает сделать
отделку в одной комнате, так отпраздновать новоселье, а потом доделывать все остальное. Понял, что это очень плохая идея, и в будущем так делать не буду. Даже в случае с отдельным этажом пришлось изрядно постараться, чтобы не засрать первый. С ведром я посчитал, что мне его дешевле просто выкинуть. На следующий день съездил в магазин за новыми ведрами, купил на всякий случай сразу несколько про запас и развел буквально 2 килограмма штукатурки. Это был оптимальный объем с моей скоростью работы, и такой замес я успевал выработать за 30 минут. Плюс догадался заранее нарезать все необходимые части ленты, чтобы не тратить время с уже замешанной штукатуркой. Один раз я где-то все же замешкался. Увидел, что за шпателем опять остаются борозды, и срочно побежал избавляться от штукатурки в ведре, пока это еще было возможно. Усложняет работу и то, что приходилось мыть ведро идеально начисто после каждого замеса. Иначе сухие частички штукатурки со стенок ведра будут отколупываться и постоянно оставлять борозды после шпателя, и в попытках сделать лучше проводишь еще раз, а получается только хуже. Испортив пару замесов и пару ведер, у меня уже стало получаться, и еще за 2 дня работы маленькими замесами удалось заделать все стыки. Стыки листов и саморезы на плоскостях заделаны, наступила очередь делать углы. Здесь работа сильно замедлилась. Предусмотрительно развел на пробу всего лишь 1 килограмм штукатурки и не прогадал. Я еле-еле успел его выработать до высыхания. Шпателем намазывал штукатурку на угол слоем в пару миллиметров, и на внутренних углах использовал тоже перфорированную, но уже другую ленту. Может быть, можно было обойтись бумажной, но я хотел сделать хорошо. Поэтому для углов купил более качественную ленту. Она потолще, ее уже практически не порвать, в отличие от бумажной. На углах, возможно, это перестраховка, но если бы я и потолок делал гипсокартоном, то как раз это примыкание стены и потолка точно стоило бы сделать более качественной лентой. Во внутренних углах на намазанную штукатурку прикладывал заранее отрезанную и согнутую полоску ленты, вдавливал ее шпателем, как и на стыках, чтобы все дырочки заполнились раствором. Делал именно вертикально, потому что при движении горизонтально от угла в жидкой штукатурке лента съезжает в сторону и получается кривой угол. Зафиксированную ленту закрывал тонким слоем сверху, за срок жизни одного замеса успевал делать всего 2 угла и тратил кучу времени на отмывку ведра и новые замесы. Вспоминал, с какой скоростью у меня работали штукатуры на первом этаже дома, и с моей скоростью я бы, конечно, никаких денег не заработал. Вот насколько важен навык во всех этих штукатурных делах. Я очень рад, что отдал тогда эти работы. На втором этаже у меня маленький объем, поэтому в академических целях можно было поразвлекаться и самостоятельно. Для наружных углов я использовал металлический перфорированный уголок. Ради интереса пытался делать бумажной лентой, у меня это даже получилось, но и проще, и быстрее, и качественнее будет с металлическим уголком. Кто-то использует пластиковые, все имеет право на существование, у меня просто остались металлические уголки от работ по первому этажу. Посмотрел тогда, как с ними получается, и остался удовлетворен. Принцип такой же, как и с внутренним углом, только намазывал слой штукатурки потолще. В идеале еще на этапе монтажа гипсокартона можно постараться сделать таким образом, чтобы на наружных углах был заводской стык на обоих листах. Так как у него есть утоньшение, то уголок сверху не выпирал бы из плоскости стены, и все получалось бы ровнее. В паре мест у меня были именно такие углы, и с ними
ними все проходило лучше. Там, где был неутоншенный край листов, уголок выпирал из стены и нужно было протягивать штукатуркой сильно в сторону от угла, чтобы сгладить этот перепад. На внутренних углах, так как лента тонкая, то такого можно было не делать. С углами провозился очень долго, и попроще стало тогда, когда понял, что не надо стараться сделать идеально сразу с первого раза. Можно просто намазать, как намазалось, не обращая внимания на какие-то риски или небольшие кратеры. Лучше дать углу высохнуть как есть, доработать по сухому его немного шпателем и уже потом начисто подмазать за второй проход. После высыхания углов обнаружил, что на углах с более толстой лентой получилась пара вот таких мест с отслойками. Ножом вырезал эти места и подмазывал штукатуркой. Стыки и углы гипсокартона давали нам плоскость с перепадом, измеряющимся в сантиметрах. После штукатурки, стыков и углов получается плоскость с перепадом уже в пару миллиметров, но это все еще не готовая поверхность для чистовой отделки. Какие-то полоски от шпателя, потеки и брызги от штукатурки я убирал просто шпателем после высыхания и еще раз прошел все стены грунтовкой. Понял еще одну свою ошибку, что кисточку после прошлой грунтовки я догадался помыть, а валик не догадался. В итоге у меня минус валик, так как он стал деревянный. Благо оставался еще пусть и короткий, но даже им удалось прогрунтовать довольно быстро. До конца нужно было избавиться от прогона под стропилами, делал это при помощи мультитула и дальше просто отдирал прогон молотком. Месячная норма осадков, которая выпала за один день, продемонстрировала, что прогиб у стропил был всего 2 мм, что более чем в допуске, так что без опасений точно можно обойтись без прогона в этом месте. Кстати, в существующий проект дома тоже внес изменения, уже с учетом стен на мансарде и как бы я строил дом второй раз. Всем, кому интересен проект дома, информация будет в закрепленном комментарии. Дырки в пароизоляции после прогона тщательно проклеил лентой, а отпиленный кусок прогона тоже подмазывал штукатуркой с лентой, и можно переходить к шпаклевке стен. Шпаклевку решил попробовать наносить двумя методами, чтобы сравнить и выбрать более удобный для меня. Рабочие на первом этаже наносили тогда все шпателем, и для этого я купил еще один хороший 600-й шпатель, на который пришлось задушить не одну жабу, но забегая вперед скажу, что оно того стоило. Второй метод — нанесения шпаклевки специальным валиком. Такого я еще в жизни не делал и запнулся на первом же этапе. Я не понял, как насадить валик на ручку, чтобы он держался. То ли ручка тонкая, то ли что, валик постоянно слетал с ручки, и ни Google, ни YouTube мне в этом не помогли. Пришлось приколхозить на балдажник от обычного валика, и на удивление способ оказался рабочий. Второй раз я бы взял валик сразу с ручкой. Купил хорошую полимерную шпаклевку, и в сравнении со штукатуркой у нее заявленный срок жизни раствора аж 72 часа. Сферически в вакууме возможно, но на практике на стене и шпателе она сохнет моментально. А в ведре, да, день проживет точно. Поэтому разводил для начала по половине мешка. Первым делом прошел совсем косячные места, которые, как я понял, когда уже закончил по-хорошему, надо было вытягивать штукатуркой, но об этом позже. И начал эксперименты на одной из стен. Валиком сначала у меня толком ничего не получалось, так как на стене было мало материала. Дальше набирать шпаклевку на валик уже не стеснялся, и слой получился лучше. Но все равно результат был так себе. Как я понял, получился слишком жидкий раствор. Я замешивал шпаклевку с водой по верхнему значению, указанному на упаковке. Второй раз замешал шпаклевку по нижнему значению, и тогда получилось слишком густо. Правда, оказалось, как всегда, идеально посередине. Также попробовал наносить шпаклевку на стену чисто шпателем без валика, и понял, что валик тащит. Им получалось раз в 10 быстрее. Но вначале все равно пришлось страдать. Нанесение шло очень плохо, с матами, психами, криками, что то ли к счастью, то ли к сожалению на камеру не попало. Но через пару слоев на тренировочном участке стены я понял, как лучше работать, и при освоении навыка с помощью валика шпаклевать можно очень быстро. Один из нюансов, который сильно помогает. Я делал в один день стены не друг за другом по периметру, а шпаклевал стены, не соприкасающиеся
шпаклевавшимися углами, давал им высохнуть и на следующий день делал противоположные стены. Так получалось не портить углы и беречь нервы. После нанесения шпаклевки валиком на стену примерно на 2 метра в сторону, больше было нельзя, иначе она уже начинает подсыхать на стене. Брал чистый двуручный 600 шпатель и проводил по стене снизу вверх и сверху вниз по несколько раз. Для угла просто приставлял шпатель в угол и проводил в сторону. Когда делал разные стены в разные дни, получался вполне хороший угол, а когда пытался вывести мокрое с обеих сторон, то больше все только портил. Существуют специальные угловые шпатели, но даже многие из профессионалов ими не пользуются. С ними куча своих нюансов, что и углы круглые могут быть, и сами углы у всех всегда не 90 градусов, и как его делать ровным шпателем, непонятно. Метод, как делал я, мне показался наиболее простым. Для шпаклевки купил вроде бы нифига не дешевый валик Волма, и косяк, что он оставляет много волос на стене, которые сильно портят работу. Перед каждой протяжкой шпателем постоянно приходилось их выковыривать со стены, иначе все шло бороздами. Также важно при работе валиком не коснуться пола. Для этого я просто не доводил валик на 5 сантиметров, так как все равно внизу стены будет плинтус. И лучше чуть потом подмазать шпателем, чем собирать гору мусора со стены. Стоит один раз это проморгать, и так как не хочется еще раз таких же последствий, то потом начинаешь лучше концентрироваться на этой задаче. Сверху тоже не доводил шпаклевку на пару сантиметров до пароизоляции, так как потолок это все потом закроет. Тяжелее всего далось вышпаклевывание всех углов у ниш под хранение, но со шпаклевкой, в отличие от штукатурки, уже можно было никуда не торопиться и методично аккуратненько замазывать. Перед началом работы у меня был план отделаться только одним слоем шпаклевки, так как в комнате будут обои и незачем мне это все вышпаклевывать под лампу Лосева. Многие наоборот вообще прям на гипсокартон обои лепят, но так делают скорее всего те, кто эти обои потом ни разу не менял. И когда они это захотят сделать, то их ждет сюрприз. Давно убедился, что не стоит считать себя умнее нескольких поколений инженеров и нарушать отработанную технологию производства работ. Поэтому для качественной поклейки обоев и возможности эти обои в будущем легко снять со стены, вот для этих целей нужна хорошая шпаклевка. И профессионал, вероятно, сделал бы все с одного слоя, но в процессе работ я понял, что самая выигрышная стратегия для рукожопа вроде меня — это не заморачиваться в попытках все и сразу вывести в идеал. Гораздо эффективнее в моем случае было как-то на отстане вышпаклевать первый слой, шпателем убрать какие-то риски и пару подтеков, а затем идти все вторым слоем шпаклевки. Вот так у меня получилось на первом слое, где-то прям вообще хорошо, а где-то из ряда спаси и сохрани. Но вторым слоем все эти страшные места становились вообще не страшными. И на второй слой я уже делал одну стену целиком с разглаживанием за 15 минут. Второй раз купил более удобную прямоугольную емкость, чувствую себя дураком, что сразу не догадался. В ней гораздо удобнее набирать шпаклевку на валик, можно же с ванночкой не париться, а сразу из старой нести валик на стену. Плюс замешивал теперь сразу целый мешок шпаклевки. Валик второй раз я уже
уже прикладывал не к низу стены, а к середине и вел поочередно от середины к низу и от середины к верху. Так шпаклевка по стене распределяется равномернее. На первом слое у меня получилось так, что внизу все хорошо, а сверху гипсокартон зеленым просвечивал. И шпателем на втором слое водил уже в большей степени не снизу вверх, а из стороны в сторону, чтобы получилось нанесение в перекрестном направлении. На первой стене, где заделывал стыки гипсокартона, обнаружил, что пара лент пошла пузырями. Благо сделали они это по краям, поэтому просто вырезал пузыри ножом и дополнительно подмазал эти места шпаклевкой. Просто так на видео стены кажутся ровными, белыми, красивыми, но если поднести боковой свет, то можно увидеть даже на втором слое вот такие кратеры и наплывы от шпателя. Наплывов можно избежать, если после каждой проводки шпателем снимать все, что осталось на шпателе, и так проводить по стене, пока шпатель не будет оставаться чистым. Плюс у самого шпателя закругленные края, и он реально может вообще не оставлять после себя полос. Но для этого надо тренироваться, и начинаешь делать хорошо тогда, когда у тебя уже закончились стены. К наплывам я еще вернусь чуть позже, пока надо было разобраться с кратерами и другими впадинками. Для их заделки я купил готовой суперфинишной шпаклевки. На самом деле можно и даже лучше было не покупать суперфиниш, а просто еще и лерки развести, но у меня был академический интерес. В качестве бокового света взял просто свой съемочный свет, фонарик от телефона тут, к сожалению, не прокатит, реально надо хороший прожектор, благо стоят они сейчас недорого. И готовой шпаклевкой доводил углы до идеала, а также заделывал все места, где не хватало шпаклевки. Здесь важно помнить, что у таких материалов есть усадка. На мешок ЛРки нужно было около 7 литров воды, и эти 7 литров воды из нее впоследствии испаряются. То есть объем материала уменьшается в значительной степени, это почти четверть от всего объема. Отсюда и получается на самом деле очень большая усадка. Поэтому и саморезы вначале лучше подмазывать штукатуркой и вообще выравнивать плоскость тоже именно штукатуркой. Пусть на пачке ЛРки написано, что она может выровнять до 5 мм, но на заборе тоже много что написано, и на практике даже пару миллиметров сравнять шпаклевкой очень тяжело. И надо действительно стараться выравнивать все штукатуркой. А шпаклевка нужна для того, чтобы сделать все не ровным, а гладким и доработать совсем мелкие дефекты. Суперфинишем приходилось подмазывать какие-то моменты по 2, а бывало и по 3 раза. Потому что вроде намазал, смотришь, все ровно. На следующий день приходишь, а там яма. По опыту поклейки обоев на первом этаже старался запомнить, какие дефекты поверхности обои прощают, а какие не прощают. Старался прям максимально подмазать все, что можно было подмазать. Готовым суперфинишем уже в удовольствие работать, и можно сделать, чтобы потом обои точно не шли в этих местах пузырями. А какие-то риски, наплывы и все, что торчит из плоскости шпаклевки, можно легко убрать шлифовкой. Для шлифовки есть специальная терка с ручками и зажимами для наждачной бумаги. Заправил в терку наждачку со 120 зерном, снарядился респиратором с угольными фильтрами и можно за работу. Довольно мерзкая работка, особенно от звука наждачки по стене, у меня даже сейчас мурашки по спине бегут. Респиратор хорошо защищает органы дыхания, но вот глаза защитит разве что только моя маска для снорклинга. Обычные строительные очки тут не помогут. Еще один плюс ЛРки, что она очень хорошо шлифуется, в отличие от суперфиниша. Он более прочный, и даже 120 зерном я задолбался его вышлифовывать. Через несколько часов у меня уже просто отваливались руки, и это оказалось физически трудно. А сама работа незамысловатая. Круговыми движениями по несколько раз прошел каждый сантиметр стены, чтобы постараться все максимально сравнять. Единственное, надо в углах аккуратнее и не сильно увлекаться водить сверху вниз, так как край наждачки очень быстро съедает шпаклевку, и можно порвать ленту и все испортить. Но в этот раз, на удивление, я им ничего не испортил. На следующий день пошел проходить все стены автомобильной щеткой, чтобы смахнуть пыль после шлифовки. Открывал мансардные окна, чтобы не задохнуться, с ними было сильно лучше. Затем строительным пылесосом я на скорую руку собрал основную часть пыли с пола, так как пропылесосить основательно мешали наляпанные на полу куски штукатурки и шпаклевки. Отдирал их при помощи старого шпателя, который не жалко. В ходе работ пол был достаточно пыльный, поэтому к нему сильно ничего не прилипало, и отдирать было легко и просто. А затем уже более тщательно пропылесосил весь этаж, и не представляю, как делать шлифовку без профессионального строительного пылесоса. В моем случае это Борт Бакс 600E.
Мощный пылесос с двойной турбиной, обеспечивающей степень разряжения 22 килопаскаля, который засасывает практически камни и достанет пыль из всех щелей. Есть удобная функция подключения электроинструмента, когда пылесос сам включается синхронно с работой инструмента. А благодаря автоматической системе очистки фильтра, когда я прошел весь пол вдоль и поперек и собрал несколько килограмм пыли, пылесос не терял мощность в процессе, достал посмотреть фильтр, а он был словно только что из магазина. Так что система автоочистки действительно работает и очень поможет в работе на больших объемах. Пылесосом можно пользоваться как с мешком, так и просто с контейнером на 40 литров, в который можно собирать воду. Байпасный мотор, который охлаждается не горячим воздухом, как у большинства других пылесосов, а наружным, более холодным воздухом, обеспечит длительный срок эксплуатации. И на сайте Board или в приложении можно быстро, а главное бесплатно, расширить гарантию до 5 лет. Также в сервисных центрах Board есть опция Trade-in, а обзавестись таким же помощником настройки можно по ссылке в описании. Пол практически обеспылен, теперь надо до конца обеспылить стены. Для этого своим микроваликом пошел в очередной раз грунтовать. После грунтовки по стене можно уже не только пальцем проводить, а даже и прислоняться в темной одежде без последствий. Итак, помещение еще на один шаг приблизилось, чтобы стать жилыми комнатами. Наконец-то я подготовил стены под поклейку обоев. Всю душу из меня вынула эта шпаклевка. Перед началом работ насмотрелся видео профессионалов, где они там хоп, намазали на шпатель, шпателем по стене, провели, там тянут по 100 квадратных метров за день. И тут я такой взялся за дело и... Алейкум ассалям. Салям алейкум. Оказалось, это все не так просто, и класть стены дома первый раз в жизни было гораздо проще, чем их вот это вот штукатурить и шпаклевать. Это та работа, где реально нужен навык в руках, где нужно знать просто 1000 мелочей, и без этого работа вообще не работается. Со временем начинает получаться, но у меня рабочие вот работали на первом этаже, это все шпаклевали. У меня есть объем работы и время, за которое они это сделали. Я посчитал свой объем работы и время поделил там одно на другое, чтобы квадратные метры совпали. И в итоге они работали реально в 3 раза быстрее, чем я. То есть стоимость часа моей жизни в 3 раза меньше, выполняя вот эту вот работу. И гораздо более рационально делать свою работу, где ты профессионал, и вот это вот нанять компетентных людей, чтобы они тебе все заштукатурили и зашпаклевали. С другой стороны, обстоятельства тоже у всех разные, как вот я начинал стройку после пожара. И в целом, возможно, вот так вот первый раз в жизни взявшись за шпатель, что-то там после работы по пару часиков, где-то как-то аккуратненько штукатурить и шпаклевать. Нигде до этого не мог найти информацию о том, в какой степени будет достаточно подготовить поверхность под обои, потому что в идеал ее выводить абсолютно не нужно. Это под покраску там нужно стараться. Мне вот для того, чтобы сделать под покраску, нужно еще 2 слоями тянуть суперфинишем полностью все стены. Тогда, возможно, будет что-то получится под покраску. В таком виде это, конечно, будет мрак. Но под обои в идеал поверхность вообще не надо выводить, это будет лишняя работа. И вот где вот эта золотая середина, в какой степени нужно подготовить поверхность, было вообще непонятно. Поэтому проводил на первом этаже эксперимент. Вот для работы выполнял для следующего видео, которое будет на канале. Там оставлял специально, вот там, где будет не особо видно, специально оставлял на стене дефекты разной степени паршивости. И вот, например, вот такой дефект обои скрыли абсолютно на 100%. То есть даже зная, где вот это пятно находится, после поклейки обоев там вообще ничего не видно. Но, допустим, вот такой кратер обои уже не простили, и там видно прям ямку. Опять же, если придет человек, который не знает, где она находится, он, скорее всего, ее не найдет. Но так как я знаю, где она, я ее вижу. Вот даже на текстурных, фактурных обоях видно эту ямку. Но скрывают обои действительно много. Там получается такая штука, что у нас же между шпаклевкой и обоиной еще есть слой клея. И клей тоже в какой-то степени заполняет вот эти вот все неровности, и тогда на обоих получается идеальная плоскость. И тут как раз вот почему лучше не пропускать шлифовку, что обои очень хорошо могут простить тебе вот какой-то такой мелкий дефект, где чуть-чуть не хватает шпаклевочки. Но если какая-то соринка, что-то как-то вот торчит из плоскости, вот это даже текстурные, фактурные обои не прощают, его реально видно, то, что он торчит. Шлифовка убирается, это все очень хорошо, прям... нет каких-то проблем, чтобы бояться этой шлифовки. Немножко запачкаешься, ничего страшного.
По некоторым жизненным обстоятельствам стены в готовом виде, они простояли уже примерно месяц после того, как был нанесен последний слой шпаклевки. И за это время у нас тут был ураган, который деревья валил, был снегопад такой, что за один день выпала месячная норма осадков и была вот такая вот снежная шапка на крыше. Потом она за один день растаяла, то есть были огромные нагрузки ветровые, снеговые, которые вот туда-сюда шатали вот эту вот крышу. И нигде ничего не треснуло благодаря хорошим лентам. То, что вот везде все там, всякие дефекты, все подправлял, все, что нужно было. Нигде ни один стык, нигде не пошел трещинкой. То есть вполне даже вот возможно сделать мансарду под покраску, кому это интересно. Но почему я хочу сделать именно обои? Потому что есть у меня, например, место, где я сидел за рабочим столом и 2 года сучил ногами под столом, просто вот обтирая обои. И они там были в чернющем состоянии, но были куплены хорошие моющиеся обои, и вот просто потерев их немножко тряпочкой влажной, обои вот из этого превращаются вот в это. То есть в плане вандалоустойчивости в обои просто топ. И так как комнаты предполагаются под-детские, я думаю, с точки зрения эксплуатационных характеристик обои просто на голову превосходят покраску. У меня у самого был стереотип, что обои это что-то типа на бедном, и они какие-то вот это все некрасивые, плохие, но это устаревший стереотип. Сейчас есть настолько охренительные обои, что, во-первых, даже с визуальной точки зрения, вот так подходишь, их надо еще пальцем поковырять, и ты подходишь, вообще там в магазинах стенды стоят, подходишь, и ты не понимаешь, там покраска или обои, ковыряешь даже пальцем, типа, и непонятно, покраска это или обои, они вот настолько эстетично выглядят. Стены в комнатах готовы. Следующие мои задачи это потолок и пол, а вот на лестничной клетке я работу не доделал. Принял решение, что не буду я там вот это все штукатурить, шпаклевать. Если работы буду делать я, то я пойду по другому пути, и я попробую применить что-то типа вот как у меня фартук на кухне, есть ЛДСПшные панельки, и попробовать зашить стены какими-то вот такими ЛДСПшными панелями, там через алюминиевый, возможно, соединитель. Это будет быстро и просто. Может быть, это будет чуть дороже, ну как бы хрен с ним, потому что не хочу я городить вот эти какие-то конструкции на лестнице, чтобы дотянуться там до верху. Это вот я уже 3 раза падал с лестницы, я им больше не хочу. Как-то вот мы с ними не ладим, и поэтому попробую поизобретать какой-то велосипед. Там еще сложность в том, что плоскости не сходятся немножко, и там все равно обоями дальше это визуально не продлить, там все равно будут какие-то соединители. Слева там балка торчит, и там промежуток у этого натяжного потолка. Все равно там что-то изобретать придется, а вот так вот этой ЛТСПшной панелькой сразу как бы 2 зайцев, что и просто быстро, и все получится почти что в плоскость подогнать. Денег на все про все, на удивление, вышло на самом деле вообще немного. Вот здесь вот полная смета того, что у меня ушло на закупку для мансарды, для того, чтобы провести, ну, практически большинство работ. И из них можно вычленить то, что потребовалось именно для штукатурки, шпаклевки. То есть сумма там будет вообще небольшая. И еще при повторном проведении работ не поленился бы и купил для заделки вот этих стыков незаводских, купил бы мешок Knauf Unihard. Он позволяет штукатурить без использования ленты. Потому что здесь вот у меня тренировочная стена, где я только делал, и тут, ну, прям печально получилось, что тут, ну, огромный зазор. Очень сильно она торчит из плоскости, потому что там штукатурка, на штукатурке лента, на ленте еще штукатурка. И благодаря вот здесь вот на заводских стыках есть утоньшение, и оно все в плоскости получилось у меня с первого раза. А на незаводских вот этого утоньшения нету, ну и там все, вот у меня первые стыки были немножко плохие. А вот стоит этот Унихард там на 1000 рублей дороже, уж на 1000 рублей бы не разорился, а работа получилась бы, ну, сильно удобнее. И по возможности в целом на этапе возведения перегородок лучше работать большими листами гипсокартона. У меня, опять же, жизненные обстоятельства не позволили мне затаскивать сюда огромные листы, потому что большими было бы буквально по 3 стыка, они бы были только вертикальные, потому что лучше весь гипсокартон располагать вертикально. Можно было бы подогнать все стыки, чтобы они были заводскими, было бы гораздо проще, и меньше прокрутки, и большая жесткость конструкции бы получилась, и меньше потом вот этой возни со штукатуркой. Возьму себе на заметку, что по возможности лучше использовать как можно больше листы гипсокартона. По времени в абсолютных значениях тоже, в принципе, ушло немного времени, но я там не особо считал вот эти все помывки ведер и так далее, вот это то, что я там напортил, то, что я исправлял. И получается, что если вот как-то не в абсолютных человек-часах считать, а весь
вот этот объем работы, который я делал, он растянулся чуть ли не на месяц. Постоянные зрители на канале, наверное, заметили, что получился немножко перерыв. Не буду вас тут грузить, у меня там на лайв-канале будет выходить рубрика. У меня вот сейчас швы во рту до сих пор, сейчас хотя бы отек уже прошел, уже рот открывается нормально. Это вот будет все на лайв-канале, ссылка в описании. Кто скучает в перерывах между выходами видео, также еще выходят видео на Бусти. Там рассказываю на интересную тему, как я зарабатывал на всю эту стройку. Тоже ссылка есть под каждым видео в описании. Ну а в телеграм-канале рассказываю больше всего, что происходит в жизни помимо стройки. Пара других видосов у меня уже лежит в монтажном столе, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. И до встречи в следующем видео.